Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои росточки. Сегодня у нас 16 апреля 2020 года. Но прежде чем показать вам свои цветочки, хочу показать тюльпаны. Я обожаю эти цветы, и сейчас они массово расцветают. И вот такая красота! Сегодня я хочу показать вам свою рассаду. Начну, пожалуй, с бальзаминов. Вот такие уже бальзаминчики. Такие уже очень хотят в открытый грунт, но погода никак не восстанавливается. Сегодня очень сильный ветер. Температура бывает 3, 4, 6 градусов тепла до 12. Пока еще высаживать их нельзя. Хотя у них уже, сейчас вам покажу, у половины бальзаминов появились цветочные почечки. Вот на этом покажу крупные. Смотрите, какие. Бальзаминчики очень хорошие у меня. Они меня очень-очень радуют. Смесь 7 гномов, вот такие. И уже скоро-скоро начнут они цвести. Дальше покажу вам и помейку. На следующей неделе, я уже с понедельника после праздников, начну пересаживать их в кашпо на постоянное место жительства. Вот такие помейки. Очень хорошо развиваются. Новые листики появляются. Новые отросточки. Очень хорошо растут. И вы знаете, уже корневая у них отличная. Смотрите, какая корневая. Они тоже уже просятся на постоянное место. И с понедельника я уже займусь их пересадкой. Это и помейка, которая у меня болела. Я ее обрезала. Пересадила вот такой горшочек. И уже она пускает новые листики. И сейчас вам покажу и помейку. Вот эту помейку, которую я обрезала отросточек, черенковала в водичке. Какие корни пустил череночек и помейки. Уже тоже буду пересаживать его в грунт. Ну, пока 200-граммовый стаканчик. Сейчас вам покажу другой отросточек и помейки, которая у меня болела. И смотрите, она тоже уже пустила корешочки. Тоже буду пересаживать 200-граммовый стаканчик. Это перчик. Вот такой. И перчик декоративный. Перчик декоративный тоже скоро будет зацветать. Дальше петунья богиня. Вот такая петунечка у меня. И вот та же богиня уже пустила новые отросточки. Вот такая богиня ампельная. Вот еще есть петунья богиня ампельная. Здесь тоже очень хорошо она уже развивается. Вот уже дополнительные отросточки пошли. Скажу вам так, ампельные петуньи никогда не прищипывайте макушечки. Вот так. Не нужно прищипывать. Прищипывать боковые ветви, которые будут разрастаться, чтобы был пышный кустик. Потому что если вы будете прищипывать верхушку, вокруг петунья будет пышная, а серединка будет пустая, лысая. Есть у меня еще петунья бургунди. Вот она одна. Ну, какая-то она тоже немножко, наверное, болеет. И такая петунья жара, еще совсем маленькая. Но будет эта жара или не будет, не знаю. В прошлом году у меня опыт с жарой не получился. И один у меня отросточек есть петунья Дабл Каскад. Тоже она так не очень хорошо развивается. Вот такая супер
махровая петунья. Вот из всех семян, которые я посеяла этой петуньи, появился только один отросточек. И очень слабенько он развивается. Вот такая бургундия, ампельная, каскадная. Дальше идут у меня колиусы. Колиусы — это просто красота. Колиусы блюма, смесь вот такие. Тут и красная смесь была нарисована, но красной смеси, чисто красной, у меня нет. Такая расцветка. Вот такая расцветочка. Есть такие. И вот еще такая, вот такие вот слабенько, с красным слабеньким. И колиусами вместе выросло вот таких два растения. Я не знаю, колиусы это или не колиусы. Ну, растут они, развиваются очень хорошо. И еще с колиусами выросло у меня два растения, как я вам говорила, похожи на крапиву. И, к сожалению, эта крапива и есть. Но она была вместе с семенами колиуса. Я хотела ее выбросить, а муж говорит: да посади ее где-нибудь, пусть растет, может когда-нибудь борщ сварим. Алисум я недавно пересаживала. На моем канале есть видео по пересадке алисума. Алисум меня радует. И уже выкинул он цветоносы. Вот, смотрите, уже маленькие цветоносики. И так почти в каждом растении. Вот, смотрите, манюсенькие цветоносики. Еще вот такой у меня алисум. Алисум у меня снежный ковер. Оно такое невысокое растение, но с очень таким приятным вкусным запахом, медовым ароматом. Так, дальше идет люфа. Люфа выкинет еще по одному листочку. И ее можно будет пересадить. Хотя пересаживать я ее не очень хочу, чтобы не травмировать корневую систему. У люфы корневая система очень слабенькая. Но, может быть, продержу ее до высадки в грунт. Даст Бог, температура воздуха настроится. Начнется у нас тепло. И пересажу ее в грунт. Лобелия сапфир. Тоже ампельная. Я обожаю ампельные цветы. Поэтому все в основном у меня ампельное. Лобелию я уже немножко подстригала. Вот если вам видно, обрезала макушечки, чтобы она начинала больше куститься. Лобелия тоже очень хорошенькая. Меня она радует. Очень хорошо развивается. Гипсофила. Такие мощные побеги. Жирные мощные побеги. Тоже хорошо развивается. Мне очень нравится. Ну, пересаживать я ее пока не буду. Возможно, дотяну до пересадки в грунт, чтобы лишний раз не травмировать. Так, это левкой. Это который был просроченный левкой. Вот такой он у меня растет. Это петунечка жара. Это кустовая петунья. Ну, покажу вам, жара это или не жара. Здесь у меня в этом ящичке бальзаминчики, которые были в карантине, которые я пересаживала отдельно. И смотрите, какой толстый стебелечек уже. Толстый такой хороший бальзаминчик. Но на этом еще цветоносов нет. В этом ящичке у меня была рассада, которая отставала в росте. Я ее проливала гуматом вместе с эпином. Делала болтушечку. На моем канале тоже есть видео такой подкормки. Вот такая у меня это земляничка и колиусы. Хотелось бы, конечно, чтобы у меня была чисто красная расцветка, чтобы была пестрая колиусов, но таких, к сожалению, нет. Агератум, над которым я стояла часа два, когда его пересаживала. Стояла сплошная щеточка, и эту щеточку я рассаживала по одному часа два. Но
Он прекрасно развивается, прекрасно растет. И скоро я уже его буду пересаживать в отдельные емкости. Или, возможно, дотяну до посадки в грунт. Так бы было, конечно, удобнее, потому что места мне уже не хватает. На столах, на шкафах, всякие ящики уже все заставлено. Конечно же, хочется побыстрее тепло и высадить все на улицу. Агератум голубой мех. Вот такой. Эти семена были просрочены, и в принципе просроченные семена и вот так хорошо взошли и очень прекрасно развиваются. Вместе с ними я сажала левкой. Он тоже был просроченный, мне интернет-магазин прислал его в нагрузку, бесплатно в нагрузку к основным семенам. Ну, чтобы не выкидать, я его посеяла. И он у меня все-таки есть. Агератума очень много. Левкоя несколько штук. Но они тоже развиваются. И также будут в моем саду. Пеларгония. Пеларгония, которую я обрезала самую первую. Вот такой шикарный зеленый уже кустик. Дальше идут немножко позже пеларгонии обрезала. Но, по-видимому, им здесь попросторнее немножко. В таком кашпо. И она лучше развивается. Вот уже бутоны. Вот такие бутончики. И вот этот красивый розовый цвет. Я его обожаю. Шикарный цвет. Здесь у меня помидорчики. Это Фатима, да, Фатима помидоры. А здесь у меня... Это я не знаю, какие помидоры они. Взошли тоже с какими-то семенами, 3 штучки. А это помидоры небольшие еще. Я их совсем недавно сеяла. Хурма. Помидоры хурма. Это у меня Санька помидоры, а это бычье сердце. В этом лоточке агератум. Совсем, которые были малюсенькие всходы, пересадила в такой лоточек. Ну, они тоже вырастут и будут цвести у меня в саду. Вот такая у меня рассада. Скорее бы уже тепло, скорее бы уже высаживать все в грунт, любоваться растениями своими, цветами. В грунте они будут лучше развиваться, побыстрее выкинут цветочки, будут радовать нас своим цветом. Пусть ваша рассада у вас развивается, растет, цветет и радует вас своим цветением. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.